9 сентября 1949 года самолет Douglas DC-3 авиакомпании Canadian Pacific Airlines выполнял пассажирский рейс 108 из Квебека в Бекому. На борту самолета находились 23 человека, 4 члена экипажа и 19 пассажиров. В 10 часов 25 минут, задержавшись на 5 минут от расписания, рейс 108 вылетел из Квебека. Взлет прошел нормально. Погода в аэропорту вылета была солнечная. Спустя 20 минут рыбаки в регионе Шарлевуа неожиданно услышали в небе взрыв, после чего увидели самолет, который, вращаясь, мчался к земле, а затем разбился на северном берегу реки Святого Лаврентия. Рыбаки сразу направились к берегу и сообщили об увиденном. Катастрофа произошла у деревни Сото-Кошон в 3 километрах к юго-западу от железной дороги и в 65 километрах восточнее Квебека. Все 23 человека на борту самолета погибли. Вскоре к месту происшествия из Квебека прибыли врач Джеймс Хелпин и фотограф Эдвардс из газеты «Торонто Стар», который сделал несколько снимков. Следом на место прибыли полицейские, которые конфисковали фотокамеру. Однако стражи порядка не стали досматривать врача, не подозревая, что фотограф успел передать тому негативы, благодаря чему снимки разбившегося самолета были опубликованы в газете, после чего событие получило широкий резонанс. Следователи сразу обратили внимание на наличие запаха, характерного после детонации взрывчатых веществ. Группа из 3 химиков и нескольких техников после изучения обломков также пришли к выводу, что на борту произошел взрыв в левой части переднего багажного отделения. После химической экспертизы было установлено, что взрывчатым веществом оказался динамит. 13 сентября свидетели в аэропорту рассказали про таинственную женщину в черном, которая перед вылетом передала на борт таинственный пакет. 14 сентября в прессе была опубликована информация, что полиция ищет странную незнакомку в черном. Через несколько дней эта женщина была опознана. Ее звали Маргарита Рюст-Питер, которая после допроса призналась, что в пакете находилась хрупкая статуэтка, которую ее попросил пронести на борт продавец часов и ювелирных изделий Альберт Гуай, пообещав за это списать ее долг в $600. Женщина заявила, что не знает, какие были мотивы у мистера Гуая. Через 10 дней после допроса Маргарита попыталась совершить самоубийство, приняв большую дозу снотворного, но ее успели спасти. Как она пояснила, к ней вскоре пришел мистер Гуай и сообщил, что в этой статуэтке действительно была бомба. Помимо этого было установлено, что в утро катастрофы жизнь одной из пассажирок была застрахована на $10 000 на случай смерти от несчастного случая. Этой пассажиркой была 28-летняя Рита Морель, жена того самого Альберта Гуая. 23 сентября полиция арестовала Альберта. В результате допроса был установлен мотив преступления. Хотя у Альберта и Риты росла общая 4-летняя дочь, их брак к тому времени дал трещину, так как у 31-летнего Гуая развивались бурные отношения на стороне с 17-летней официанткой Марианж Робитай. Однако, когда официантка узнала, что ее возлюбленный женат, то бросила его. Поэтому Альберт решил расстаться со своей женой. Но в те годы разводы являлись редкостью. Католическая церковь и вовсе их запрещала. Выход из этой ситуации Альберту виделся только один – убийство жены, подстроенное под несчастный случай. Его знакомый Люсьен Кара предложил за $500 отравить Риту, но Альберт отказался от этого способа. Несколькими месяцами ранее, 7 мая 1949 года, на Филиппинах произошла катастрофа самолета DC-3, в результате которой погибли 13 человек, а причиной стал взрыв, заложенный на борт взрывчатки с таймером. Этот способ и был выбран для убийства жены. Альберт обратился к своему другу-часовщику Женера Рюсту, чтобы тот помог ему собрать бомбу, состоящую из заряда динамита, батареи и таймера. Так как Рюст был инвалидом, он попросил купить все необходимое свою сестру, Маргариту Рюст-Питер.
Ей же выпало пронести на борт взрывчатку. Сам Альберт Гуай заманил свою жену на роковой рейс просьбой слетать в Бекому, чтобы от его имени забрать коробочку с драгоценностями. Взрывчатка, уничтожившая самолет, состояла из 20 динамитных шашек, электрической батареи и будильника. План заговорщиков мог быть идеальным, так как самолет после взрыва должен был упасть в воды залива Святого Лаврентия, либо в одноименную реку, а вода затем смыла бы все улики. Однако все спутала небольшая задержка с вылетом, из-за чего катастрофа произошла над сушей. В течение месяца все заговорщики были арестованы. На судебных слушаниях Альберт Гуай не давал показаний против себя, но выступил с заявлением, в котором утверждал, что Женеро Рюст и его сестра сознательно содействовали его планам. Присяжным понадобилось всего 17 минут для признания его виновным. Суд приговорил его к высшей мере наказания. 12 января 1951 года Альберт был повешен. Его последние слова были такими: «По крайней мере, я умру знаменитым». 25 июля 1952 года был повешен изготовитель взрывного устройства Женеро Рюст. Маргарита Рюст-Питер настаивала, что не знала о содержимом пакета, переданного на борт, но ее также признали виновной, приговорив к высшей мере наказания. 9 января 1953 года она была повешена, став 13-й и последней женщиной, казненной в Канаде. Перед смертью она поблагодарила полицейских и судью, начав свою речь со слов «Я сожалею о случившемся». Смотрите также. 3 января 1961 года пассажирский самолет Дуглас DC-3 авиакомпании Finnair выполнял рейс 311 из Крунункюлю в Ваасу. Всего на борту находились 22 пассажира и 3 члена экипажа. Экипаж из-за своей недисциплинированности выполнял полет пьяными. При заходе на посадку экипаж неверно определил свое местонахождение и выполнил неправильный маневр, вследствие чего самолет вышел из-под контроля.